И здесь ты приходишь, по сути дела, на унитазы, да, то есть ты работаешь на низкоквалифицированной работе, когда тебе уже сколько-то лет. И он начал меня вот так дергать. Я раз промолчала, два промолчала, три промолчала. Потом мне стало это надоедать. Я ему говорю, я ухожу. Он такой, куда уходишь? Я говорю, увольняюсь, все, мне надо идти отсюда. Ты думаешь, что ты найдешь себе хорошую работу? Ребята, всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». Сегодня суббота, жарко. Я приехала за дочкой. Я приехала в Walmart. Видно, да? Но она написала мне, что она задерживается. И я думаю, пока она задерживается, как раз вовремя будет записать видео по поводу Walmart. Сегодня, наверное, так видео и назовем. Почему я уволилась из Walmart. Итак, вы все знаете, что Walmart одна из первых моих работ в Америке. Я работала здесь около 8 месяцев. В августе я уволилась. Достаточно резко, эмоционально, сама для себя, но и так часто бывает. И у многих так бывает, что в какой-то один момент что-то где-то случается, и люди делают решительные действия. У мужа кресло такое большое. Сегодня у нас большая игра, муж на футболе. Я отвлеклась и приехала за дочерью. Итак, почему, что и как? Я работала на позиции OGP. OGP это онлайн-грошери. Я занималась формированием заказов. График был достаточно удобный. Вы знаете, что Walmart славится тем, что он делает очень удобные графики. Так как магазин круглосуточный у нас, суперцентр, большой магазин, и можно и днем, и утром, и ночью, и full time, и part time, и овертайм, как ты хочешь, по-всякому можно работать, только работай. Вот. И примерно за 3 месяца до того, как я начала думать о том, что я не могу больше здесь работать, что этому послужило? Для начала, конечно же, это все-таки интенсивная и достаточно тяжелая работа. Я не скажу, что я поднимала тяжелые вещи, но у нас сменился менеджмент, то есть у нас сменился руководитель, и политика нового руководителя была такова, что он установил такой контроль, в котором ты, получается, ты вообще сам себе не принадлежишь, то есть стали контролировать каждый шаг. То есть даже если ты идешь в туалет, доходило до того, что тебе надо спроситься, чтобы идти в туалет, не просто взял и пошел. То есть как-то, знаете, круг сужался там, а ты все время на ногах. Ты все время на ногах, и ты все время на скорости. То есть у тебя в руках сканер. Этот сканер установлен так, что он контролирует твой каждый шаг. То есть менеджер может видеть в данный момент, где ты находишься. И то есть он сразу может прийти и тебя там обнаружить или не обнаружить. Если он тебя там не обнаружит, тебя могут даже по общей рации вызвать, искать. И он начал контролировать в том плане, это для всех касалось, не только для меня, что стали устанавливать нормы. Например, мы занимаемся, называется пики, делать пики. Делать пики – это собирать заказы. И установили нормы, что ты за час должен сделать 100 пиков. 100 пиков – это 100 товаров собрать, а огромное помещение. То есть очень интенсивно и быстро двигаться. А тем более я была в первую смену, то есть с 5 утра. Мне это было очень удобно. А утренней смене надо было выполнить дневную норму. То есть до 12 часов нам надо было 80% всего дня заказов собрать. И, естественно, на нас была большая нагрузка. И он стал давить.
И я стала замечать, что если ты приближен к руководству, то тебе более послабляющие отношения. А если ты не приближен к руководству, то начинается давление. То есть он мог ко мне за день подойти несколько раз и сказать, что ты собираешься сейчас делать? Какой следующий твой шаг? Ну, естественно, у меня заказ, я знаю, какой мой следующий шаг. Или он, почему ты все время делаешь одни и те же ордера? То есть, например, все время ходишь к холодильникам, то есть там есть распределение овощи, холодильники, там не продукты, химия, то есть заказы формируются так, чтобы ты в одной эрии работал. И иногда работники делают себе поинтереснее. Они, знаете, все время на холодильнике ходят, и они быстро знают, где какой товар лежит. Вот. И он стал говорить, почему ты все время на одно и то же место ходишь? А там система так установлена, что первой строкой всегда высвечивается тот заказ, который горит. То есть ближе всего ко времени, когда его надо исполнить. Я говорю, ну я не знаю, почему выпадает один и тот же заказ. Мне надо сейчас в первую очередь сделать то, что первой строкой. Нет, в следующий раз иди так. И он начал меня вот так дергать. Я раз промолчала, два промолчала, три промолчала. Потом мне стало это надоедать. То есть не можешь понять, что он от тебя хочет. Ты делаешь как бы по правилам, а он начинает давить. Потом он начал меня подгонять. Давай быстрее, быстрее. Я делаю свою норму. То есть свои 100 пиков я делаю. Иногда меньше, иногда больше. Вот. Он начал меня подгонять, что я медленно работаю. А это начинает как бы нервную обстановку создавать. И меня начало это угнетать. И я стала говорить о том, что не надо меня дергать. Нет, я со всеми должен. Но он, получается, всех дергал. Но мне это не понравилось. Я стала это высказывать. И я заметила, что к людям, к иммигрантам у него более такое отношение. Я, то есть, заметила какой-то расистское такое направление. То есть я видела, что если ты американец, ты отлично говоришь по-английски, тебя как бы, знаешь, мягко к тебе относятся. Хочешь сегодня здесь работай, хочешь завтра там. А если ты иммигрант, знаешь, тебя сразу в какую-нибудь тяжелую боевую точку отправляют. Короче, я такая смотрю, а я же подозрительная, детективов-то начиталась, и я заметила, что дискриминация там имеет место быть. Вот, и это стало меня угнетать. Это раз. Первая причина – давление со стороны руководства. Первая причина, по которой я ушла. Вторая причина, она очень важная, но она не была началом всей этой проблемки. Это грязь. Walmart очень грязный магазин. То есть, когда ты ходишь как клиент, ты этого не замечаешь. Может, даже замечают люди, очень многие замечают. Но когда ты начинаешь там работать, и ты видишь всю эту внутреннюю кухню, я уже стала немножечко, знаете, так относиться. Вот даже после того, как я в августе уволилась, товарищи, по пальцам можно пересчитать, сколько раз я была в Walmart. То есть я посмотрела эту кухню изнутри, пренебрежительное отношение и грязь. Короче, это не есть хорошо. Вторая причина. Третья причина, это, конечно же, опять, наверное, я склонюсь к тому, что есть сотрудники, которые могут гулять, знаете, вот взял и на работу 2 недели не пришел, и ничего тебе за это не будет. Ни выговора, никакого, как бы, никакого наказания за это нет. А я, там у Феликса праздники были, еще что-то, я заранее резервировала свои выходные. Что меня взбесило в последний момент. У меня день рождения. За 2 месяца у нас есть специальная система на телефоне, где ты можешь клокиниться, то есть пришел на работу, ушел на работу, все через телефон, там не надо ничего, все система делает, да. И там же в этой системе ты свои отпуска как бы планируешь заранее. И с приходом нового руководства
надо было согласовывать с руководством. Раньше ты в системе поставил, система тебе опровила или не опровила, то есть разрешила, не разрешила. И кроме того, у тебя есть выходные часы, которые ты можешь отдыхать, и они тебе оплачиваются. То есть, когда ты нечаянно заболел или что-то еще у тебя случилось, ты эти часы берешь, и ни у кого отпрашиваться не надо. Все понятно. А сейчас стало так, что даже если ты берешь свои заработанные часы отпускные, ты должен все согласовывать с руководством. Ну так вот, мой день рождения, мы же ездили в Дакоту, я за 2 месяца предупредила. Он сказал, окей, мужчина. Потом за месяц я в системе все это отметила. У меня уже купленные билеты, он мне никак не реагирует. Я раз к нему подошла, 2 подошла, говорю, мне надо аппрув, у меня уже билеты куплены, гостиница заказана. Я не знаю, я посмотрю, хватает ли у нас людей. Я не поняла юмора. И что вы думаете, за 2 недели до он мне поставил и 1 день не аппрувил, 1 день не разрешил. Я думаю, это вообще уже маразм какой-то. И моей дочке тоже, потому что она вместе с нами, она не ездила, но она дома оставалась. Она ездить-то не может за рулем. А машина-то же она еще не имеет права ездить. Естественно, на работу не сможет ходить. Кто ее будет возить? И ей тоже. Ей, главное, поставил днем раньше, а мне днем позже. Тоже несоответствие. Хотя она также параллельно со мной все делала. А когда ты не являешься на работу, тебе начисляются поинты. Если ты превышаешь какое-то количество поинтов, то есть ты автоматически можешь быть уволен. Ты пришел на работу, не можешь сделать чек-ин. И в итоге я ему ничего не сказала, у меня поинты. 1, 2, 3, у меня, поинты уже готовы к увольнению. Естественно, меня все это гложет. Я начинаю нервничать. Я говорю, мне вообще эта обстановка не нравится. То есть давление. Атмосфера несвободная. И сама по себе работа психологически неуравновешенная в каком плане? Это лично мое мнение, да. То, что, конечно, когда у тебя уже есть какой-то бэкграунд, у тебя есть какой-то опыт большой, тем более опыт руководящей должности. И здесь ты приходишь, по сути дела, на унитазы, да, то есть ты работаешь на низкоквалифицированной работе, когда тебе уже сколько-то лет, когда у тебя уже есть какая-то устоявшаяся психологическая атмосфера внутри. Тяжело работать психологически. Потому что в основном ты работаешь с людьми, которые даже школу не закончили. Я вам реально говорю, вот здесь все, которые иммигранты, они более-менее очень образованные люди. А которые не иммигранты, американцы, они вообще ничего из себя не представляют. Обычные тяжелые жизни, я понимаю, они школу бросили или сразу после школы сюда пришли. И когда ты много лет работаешь, здесь карьерный рост предпочтительно, и в основном в большинстве здесь менеджеры, все люди свои, то есть американцы. И, естественно, они начинают гнуть палку, как получается, каждый суслик агроном, и начинает вот это тебе тыкать там, где не надо. Там видно, что никакого нарушения нет, ничего плохого ты не сделал, ты работаешь, ты вовремя приходишь. Нет, они все равно, какая-то такая атмосфера, слышишь, когда они тебя все время не то, что подбадривают, а наоборот тебя тыкают. Есть же такая маленькая подлость, уколоть. Естественно, это начинает угнетать. И в какой-то момент я пришла утром, и буквально через 1,5 часа я сама себе сказала, что я здесь делаю за эти $14 в час. У меня столько, негативного настроения набирается. Я такая думаю, я не готова, мне это все надоело. Ради $14 в час столько убивать свое здоровье. И я, психанула. Говорю своему менеджеру, говорю, можно я кое-что хочу тебе сказать? Он ко мне подошел, и я ему так... А у меня слезы текут. Я ему говорю, я ухожу. Он такой, куда уходишь? Я говорю, увольняюсь, все, мне надо идти отсюда. Он такой, в смысле? Он чухнул, что не туда давил. Может быть, ты останешься? Я говорю, я плохой работник. Он говорит, нет, ты хороший работник. Я много пропускаю. А ты не пропускай больше. Я говорю, нет, я не могу работать на этой работе.
я сделаю тебе любое расписание, какое ты хочешь. Я говорю, нет, это не поможет. А что ты собралась делать? Я говорю, мне надо учиться. Я говорю, мне надо учить английский язык и найти более хорошую работу. Он так на меня смотрит. Это было последней точкой. Он говорит, ты думаешь, что ты найдешь себе хорошую работу? Я на него такая смотрю. Я говорю, я пошла. Ну смотри, типа, не пожалей потом. Я вообще обалдела от такой наглости. Я вышла. Я пошла, слезы идут, мы еще в маске. А у нас же специальные здесь же эти... спецодежда. Я снимаю эту куртку, выхожу, а там на проходах всегда стоят встречающие. Типа, добрый день, все, спасибо за покупку. И мы там все друг друга знаем. И он там, мужичок один знает, что я в 10 часов, 11 всегда на обед ухожу. И я как раз приблизительно там 9-10 утра, я как раз на выход. Нет, даже 9 не было, это было утром. Он такой, ты уже на обед? А я говорю, да. И я снимаю эту куртку, а там мусорный ящик большой. Я такая куртку, такая смялая, это как брошу в мусорку, а здесь что, мой бейджик висит. Он только на меня смотрит, я говорю, я ухожу. И пошла, я ему до свидания еще сказала. И все, я ушла, я долго плакала, потому что я, ребята, честно признаюсь, я себя не защищаю. Есть здесь девчонки, которые работают. Одна работает 3-й год, одна работает уже 10 лет, по-моему. Она уже на пенсию себе здесь заработала. В августе на пенсию уходит. Причем образованные люди. Боже мой, я там даже рядом с ними не стояла. Они мне всегда говорили одно и то же. Надо перетерпеть. Терпи. У тебя нет другого выхода. Тебе надо думать о будущем. Тебе надо... Я говорю, как можно терпеть, если здесь психологическое давление? Здесь психологически подавляют людей. Я понимаю терпеть. Ну, они вот терпят, они работают. А я, видать, слишком взбалмошная, слишком высокого о себе мнения. Я не выдержала, я ушла. Ну, что еще было по приколу? После обеда работала моя дочь, младшая. Нет, не после обеда, на следующий день после обеда. И я, говорит, прихожу на работу, а твой бейджик лежит там. Тебя, говорит, ждут. То есть этот мужик из мусорки достал мою спецодежду, бейджик отцепил и отнес в отдел, в котором я работаю. Мне так смешно было. И мне через неделю звонила девчонка, которая здесь работает. Она говорит, тебя еще не уволили, приходи. Я не заходила в систему. Я не знаю, в какой момент меня уволили. Но я думаю, что я еще недели 3 висела. Еще 3 недели, наверное, меня ждали. Но вот так произошло. В августе месяце я уволилась. Ну, так получилось. И сразу же в августе я подала документы в колледж. И 7 сентября я начала учиться. Было ли правильным мое решение, я не знаю. Я помню, когда я устроилась в Walmart, мой муж был недоволен, потому что ему не нравилась эта работа. Но потом как-то он спокойно уже к этому относился. Когда я уволилась, он опять был недоволен, что я опять... Блин, ты уволилась, видать, он привык, что деньги приходят, это приятно. Он опять был недоволен. Но я ему сказала, говорю, больше я на подобного рода работу не пойду. Я больше не хочу вот так вот работать. Поэтому, ребята, вот такие новости. Не отзывалась я об этом, не ставила отзыв, ничего не говорила о работе. Против Walmart ничего не имею. Для меня большое значение имеет атмосфера, в которой я работаю. Конечно же, деньги, которые я зарабатываю. И, наверное, все-таки какое-то удовлетворение от работы надо получать. А здесь, получается, вот я работала, я не знаю почему, ты домой приходишь, ты как овощ. Ничего не слышу, ничего не вижу. То есть я уже дома ничего не делала, никакого энтузиазма, уже все как-то шло по накатанной. То есть когда вот
такого рода работа или просто работа, которая мне не нравится, она тебя разрушает, ты начинаешь деградировать. Вот у меня так, у меня вот какое-то депрессивное состояние стало, как-то уничижительно, как правильно сказать. Она меня, как бы моя самооценка падала, хотя меня здесь все любили, я очень приветливая и культурная, но вот так сложилось, я не выдержала вот этой системы, я не выдержала этой атмосферы, и я покинула это место, нисколько не жалею. В этот Walmart сейчас не хожу и не хочу. Была в других Walmart'ах. Кстати, моя дочь, когда уволилась, с тех пор она только онлайн закупается. Ну, видимо, это какой-то психологический момент, ничего такого, ничего личного, да? Но вот такие новости. Больше в Walmart я не работаю. Нюхнула я этого пороха. Был хороший опыт, но надо двигаться дальше. Есть уже новые новости. Я обязательно в скором времени буду с вами делиться. А пока на этой приятной ноте хочу с вами попрощаться. Спасибо, что послушали. И встретимся в следующем видео. Walmart, пока-пока.